Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по нашим традиционным четвергам встречи со Степаном Геннадьевичем Демурой. Он на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что ставите лайки, за то, что подписываетесь. Сразу традиционное объявление, QR-код, который на экране, это возможность прям вот взять и на экран что-то написать в процессе эфира, а так ваши вопросы оставляем для финала, как говорится, на закуску. Там будут и вопросы из сообщества YouTube, и закрытого клуба в Телеграм-канале, и чат трансляции, конечно же, естественно. И, в общем-то, пообщаемся, думаю, всласть, потому что есть о чем поговорить. Бурные ветры воют над Украиной, ну и американцы тоже там как бы подмахивают в прямом смысле этого слова. Как бы всю неделю у нас Али-Баба, 40 разбойников, но мы сегодня решили посмотреть на это, на все происходящее под углом Титаника. Под тем углом, в котором он уходит под воду. А ведь так это и есть. Целое кино сняли двухчасовое. Представляете, как они друг друга любили, сокровища воровали, ну а потом, собственно, на дне все это и оказалось. Трагедия жуткая разворачивается. Об этом и не только. Сегодня в прямом эфире я единственное, что должен попросить, обратить внимание на описание нашего сегодняшнего стрима. Там есть, так сказать, грядущее со Степаном Геннадьевичем 26 числа. У него семинар, в гостях у кризиса ликвидности. Стейблкоины спасут банды. В общем, что декабрь готовит, интересуйтесь, ссылка в описании, милости прошу. Начнем с опроса нашей сегодняшней аудитории, а он в чате трансляции звучит так. Падет ли Зеленский? И варианты. Да, но не сейчас. Да, уже скоро. Нет. Отпетляют и Зеленский, и Ермак, удержатся, шлюпка для них уготована. Ну или в смысле падет, их еще наградят в Кремле. В общем, такие варианты, голосуйте, в конце подведем итоги. С этого предлагаю начать, потому что действительно вот в эти минуты вроде как по инсайдам начинается совещание Зеленского и его слуг, или слуг народа, так называются депутаты. И все ждут каких-то увольнений, ротаций, перестановок, в общем, действий, барахтаний. Что вы думаете по поводу опроса, сможет ли удержаться Зеленский? Как вам видится? Ну, я думаю, что я бы выбрал пункт 4, в принципе, за то, что он сделал медаль Героя России. За его управление СВО это нечто. Без него нам и было тяжело, на самом деле. Или тяжелее, чем есть. Ну, на самом деле, Зеленский, бегает, что-то там говорит. Такая фигура, знаете, его можно заменить кем угодно. Все зависит, на самом деле, на мой взгляд, от него самого, потому что мы с вами в прошлый раз говорили, что, отвечая на ваш вопрос, услышим ли мы голос Умерова, я сказал, все зависит от Зеленского. Будет он себя правильно вести или не будет себя правильно вести. Но пока что голос Умерова, по-моему, мы еще не услышали. Вот. Но я думаю, и, скажем так, и не услышим, потому что, что сейчас требуется от Зеленского? От Зеленского требуется продолжать существующую линию, возможно, соглашаться, как нам говорят, не компромисс, а капитуляцию. Ай-яй-яй. Такая хуцпа вообще галимая. Или как там у вас говорят, щирая хуцпа. Это первый раз слышу выражение «щирая хуцпа». Это как бы, знаете, это потужно. Степан Геннадьевич, продолжайте. Это вот от души, можно сказать, оторвал. Пользуйтесь. Поэтому, вот честно сказать, мне как-то его судьба, его дальнейшая карьера, как бы так выразить, что вам потом не пришлось все это вырезать. Вот. Монопенисуайна. Я не понимаю, почему это волнует людей, потому что от него практически ничего не зависит уже. Так, погодите, давайте теперь раскладывать вот это утверждение, что от него ничего не зависит. Почему это принципиально важно? Да, я с вами согласен. Лютая какая-то такая
щирая хуцпа, значит, несется, там Порошенко говорит, я буду премьером, блокируют 2 дня трибуну, увольняют вот этих министров, которые вообще как в рот воды набрали, потому что им сказали «цыц», и они все замолчали, то ли в стране, то ли не в стране, в общем, гадают до сих пор все, но вроде как не выезжали. Ну, я имею в виду про любовников, ну, там Роуз у нас в другой Ну роли. да, вы же, там у нас еще одни любовники есть. Да, Вы имели в понимаете? виду этих любовников. Вот, энергетических любовников, я имел в виду. Но Да. опять-таки это все навет и клевета, никто ни у кого Конечно. не ночевал. Ну, это заявила одна из фигуранток, но она хотела там выйти в интервью, ей сказали тихо. В общем, всем сказали заткнуться, и все заткнулись. Единственное, кто пытается чего-то говорить, это кум Зеленского Чернышов, бывший вице-премьер по вот этому объединению. Такой долгоносик, да? Такой вот, ну, Че Гевара, да. Да. Говорит, Че Гевара, вот, да. Я не Че Гевара, говорит. Я не Че Гевара, я Чернышов. Ой, назначили 51 миллион гривен. Ну, это там миллион с чем-то долларов залога. Говорит, нет таких денег, все арестовано, вообще мы бедные. Ну, на следующий день, в общем, ночь побыл в СИЗО, а потом выпустили на следующий день. Нашли деньги, нашли фирмы, нашли белые деньги. Единственное, он там чего-то разговаривает, но опять-таки в несознанку уходит. Мол, ребята, это все вы не так поняли, вот это все, вот это не так. Миндич уже как-то вот немножко уходит на второй план. Ну, человек в Тель-Авиве, там, как-то, помните эту песенку карикатурную? Да, гражданство Украины лишили, теперь его уже не выдадут. По-любому, все нормально у пацана. Ну, вот эта вот песня была, кто-то шутил, по-моему, да, там канал «Четкий паца» в интернете есть, украинские юмористы. Они говорят, а мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играемся с мячом, понимаете? Вот такая песенка. Ну, то есть они вот там, Цукерман, Миндич, они все, они там, все у них хорошо. И все ждут, что Ермака как бы сделают крайним. Но сегодня приходят данные о том, что Ермака будет оставлять Зеленский, а наоборот будут там Рахамию сбивать, всех вот этих, которые там бунтуют, соросят к ногтю. И, в общем, все как бы с попкорном наблюдают кто кого. И в это время все как-то и о войне забыли, все как-то забыли о продвижениях российской армии, о тяжелом положении. Во Львове 26 человек убила ракета, и там один из депутатов щеголял и говорит, я на заводе таком-то, таком-то, здесь, в Украине, что-то там делают. Нет больше завода. Ну, нет. Я не знаю насчет завода, есть или нет, но по нему стреляли, а рядом это была многоэтажка, куда там, убило людей, понимаете, один там 20-летний парень чудом выжил. То есть у нас диспозиция абсолютного краха. Это такая пробоина, такая течь в украинском государстве. Вопрос, а кому выгодно его спасти? Европе, бритам, Америке? Кому он мешает на данный момент? Он выполнял, скажем так, все было хорошо, прекрасно, если бы он и Ермак не занимались бы самодеятельностью, что при ведении боевых действий, что в экономике, потому что, еще раз, они прокладки, шестерки, да, которые в том числе отмывают деньги, берут свой маленький процент. Все остальное идет на Запад. Вот эти вот пачечки, которые засветили, да, там 96-й, по-моему, 97-й серии, я уже не помню. Но это очень специальные, очень специфические деньги и упаковки. Они никак не должны были попасть в Украину, тем более они не должны были покидать пределы США. Потому что они используются как расчеты внутри правительства США практически. Поэтому, тут, скажем так, вот, когда их засветили, тут американцы должны скорее заниматься не Зеленским, а как это все произошло, скажем так. Но им сейчас не до этого. А по большому счету он всех устраивает, он выполняет отведенную ему роль. Единственное, что боится объявлять тотальную мобилизацию молодых, но это уже внутренние проблемы, скажем так, украинские. А так кому он мешает? Все эти сказочки о том, что вот Зеленский сказал, там нет миру или нет капитуляции так называемой Украине. Сегодня это сказал, завтра заставит он другое скажет. Человек на своем месте, как говорится. А Ермак, без Ермака Зеленский ничто. Он прекрасно понимает, Ермак это прекрасно понимает. Поэтому я не думаю, что Ермак куда-то уйдет.
тем более под ним СБУ и прочие карательные органы. Ну, в крайнем случае, посадят какую-нибудь шестерку на свое место, полностью контролируемую, и все. Поэтому я не знаю, что-то у вас все возбудились так, соросят особенно. Сейчас к ним по очереди придет СБУ, с ними разберутся. Посидят малость на подвале, в том числе Арахами, если не успеют уехать. Все вернется на круги своя. Ну да, запишут видео, обращение с извинениями. Ну а что, у нас-то модно. Ну да, ну бывает, без попутал, ну что сделаешь. У нас модно это, знаете, видеообращение, я извиняюсь, был неправ. Ну, вообще, да, там Арахами типа озвучивают кремлевские нарративы, чуть ли не нацпред в военное время на президента, на главнокомандующего пасть открыл. Это вообще как называется? Некрасиво, нехорошо. Зеленский перестанет устраивать своих работодателей, скажем так, начальников, когда, на мой взгляд, он уже не сможет вдохновлять, неправильно говорить, не сможет даже проводить вообще никакую мобилизацию. Угу. То есть, То смотрите, есть, это прямо очень важно. Давайте зафиксируем, что власть Зеленского равна успешность, неуспешность, в общем, набора людей на войну. Да, потому что ЧВК Украины терпит крах. Значит, все вот эти мирные инициативы Вашингтона, который вдруг возбудился, да, им по башке просто, что Рубику, что Трампу настучали хорошо, взрослые дяди. Они возбудились с мирными инициативами. Еще раз, необходимо, если вы почитаете то, что нам озвучивают, якобы то, что нам сливают, ну, это корейский сценарий. Какие-то сказки про демилитаризованную зону, на остатках Донбасса, что-то куда-то поменять, еще что-то. Но главное – прекращение боевых действий. Ну, потому что фронт трещит, все, он обваливается. Нет, фронт. погодите, там выход, смотрите, это ведь очень интересный план и очень интересная там деталь. Ничего интересного нет, вот это называется хуцпа. Это называется капитуляция России, вот этот план. Нет, а я вам хочу сказать, что это называется капитуляция Украины, вот этот план. Нет. Украина не может капитулировать, она не является стороной конфликта. Это ЧВК, это оружие конфликта. А есть две стороны. Это Запад, то есть США и шестерки европейские, их иные, и Россия. И Рубик это признал. И это, в общем, очевидно, что они ведут с Россией прокси-войну посредством Украины. Поэтому есть две стороны конфликта. Я всегда говорю, что одна из них должна капитулировать. Это не закончится какими-то непонятными мирными соглашениями, если только одна из сторон не капитулирует. Хорошо. Американцы якобы стали арбитром. Нет, давайте теперь давайте. вашу... вы поднимаете просто планку на вот это противостояние. Окей, американцы капитулируют. Нет. Американцы, британцы нет, Европа вся в замешательстве, они говорят, сейчас будем садиться, Кая Каллас делает большие глаза, говорит, без европейского и украинского народов, без этих вообще невозможно ничего. Их поставили перед фактом, и они сейчас пытаются как-то отпетлять. Американцы не капитулируют. Почему? Они сохраняют ЧВК как боеспособную единицу. Все эти сказки про невступление в НАТО на несколько лет, еще что-то. Мы проходили все эти минские договоренности, поэтому о них можно забыть сразу. Это просто кидалово, лохотрон. Я надеюсь, что Кремлевских понимают. Отнюдь в данной ситуации, в данной экономической ситуации, в данной ситуации на поле боя, вот эти принятие этих условий России равносильно капитуляции России, а не Америки отнюдь. Давайте так. Во-первых, Рубио выходит и говорит, что не бывает так. Такая тяжелая война там, со времен Второй мировой. Да. Все нужно должны всем пойти на какие-то уступки. Все должны ребята, уступить. А вы на какие уступки идете, американцы? Причем здесь украинцы? Выходит Вэнс выходит, вот свежее заявление буквально перед нашим эфиром, выходит, говорит, ребята, мы же должны как-то так лучше же торговать, чем воевать. Да. Хоть к кране прикладывай, что одного, что вы второго. Не задавались вопросом, что они так возбудились-то? А давайте подумаем. Еще почему? совсем недавно, буквально недели две назад, Рубио там понты кидал, пальцы гнул, Лаврову посылал, Трамп там санкции вводил и тому подобное. Судя по всему, до них стала доходить такая информация реальная с поля боя и об экономике Украины, и вообще, что происходит на фронте.
И тут они им по башке просто стучали в большие дяди и сказали: вы что? Сейчас ЧВК не станет, что делать будем? Нужно срочно это дело прекращать по линии соприкосновения. Пусть там русские каким-то кусочком подавятся, но это надо прекращать, потому что Украина не станет, если мы это будем затягивать. И они практически взяли тот же самый текст, ну, там что-то какой-то, добавили какое-то непонятное предложение пункт, вернее, учете еще интересов России, тоже гарантии безопасности России, типа аляскинские договоренности, Анкориджа. И вот, пожалуйста, а если это почитать, ну, спасаем ЧВК Украины от потери. Она нам еще нужна для тех же самых целей. Причем, заметьте, пошла и санкции на Лукойл, и санкции на Роснефть. Тут же активизировались все эти... Ведь надо понимать простую вещь. В России у Запада мощнейшая агентурная сеть. Это те ребята соросята, да, которые там в свое время обучались на специальных программах. Теперь они в правительстве на хороших должностях, они в исполнительной власти, они в законодательной власти. И вот все хором запели: капитуляция Украины, и западные СМИ. Капитуляция Украины, ай-яй-яй-яй-яй. Типа надо соглашаться, Россия. Вот они такие все. Это капитуляция перед Россией. Это не капитуляция, это вот этот текст, это капитуляция России. Если остановятся боевые действия на линии соприкосновения, наобещают с 3 короба чего-то, а потом Минск сколько, 3 или 4 это будет уже. Потому что, ну, все, ЧВК гибнет, ее надо спасать. Вот они и возбудились так резко. И еще раз, вся клиентела западная в России сейчас возбудилась тоже, на самом деле. Все эти эксперты тоже, Валдайский клуб, я уже не говорю. Да, почему, на ваш взгляд, этот план, значит, Уитков, ну, не стал слушать Зеленского, который обещал в Испании, говорит: я лечу завтра в Турцию к Виткову и расскажу наше видение. Витков не прилетел. Вместо этого генералы, впервые министр армии США, ё-моё, за 50 лет такого не было, да, чтобы куда-то там вылетал и выезжал вот такой чиновник Пентагона. Ну и плюс, в общем, 2 генерала прилетели представлять этот план. Самое интересное тоже, вот этим вечером перед нашим эфиром офис президента, официальное заявление. Я даже вот, чтобы все просто насладились, я даже позволю себе, не люблю такое, конечно, писанину эту читать, но это прям очень важно. Значит, офис президента, да, официальное, подчеркиваю, официальное заявление, официальный как бы ответ, да, на то, что происходит, то, что произошло. Значит, президент Украины официально получил от американской стороны проект плана. Опять-таки, смотрите, тут тоже очень интересно. Витков и Америка, и вся пресса западная вторые сутки пишет о плане секретном, который разрабатывался, который вот он готов, 28 пунктов, уже там частично порционно, ну там есть и вбросы такие, как типа аренда Донбасса, да, вот эти все вещи, типа Россия будет платить. А еще демилитаризованная зона в Донбассе. Да, то есть вот эти... Какой-то возврат территории на юге. Не борзели. Нет, ну, слушаем дальше. То есть целый день мы, да, вот это вот наблюдаем за этими. Bloomberg, все источники подтвердили, все, значит... Проект плана, значит, получили, по оценке американской стороны, активизировать может дипломатию. То есть изначально реакция офиса президента: ребята, это вы нам привезли, короче, какие-то генералишки, приперли какой-то черновичок. Ну и дальше там по тексту президент очертил свои, там по итогам встречи договорились работать над пунктами, чтобы это дало достойное завершение войны. Украина с первых секунд хочет мира, мы поддерживаем все предложения такие содержательные. В общем, в ближайшее время Трамп и Зеленский обсудят этот план. Короче, ну типа бла-бла-бла-бла-бла. Понимаете? Хотя как бы он вынырнул, этот план с Виткофа, ну его называют план Виткофа, план Трампа, как согласованный с Москвой
вынырнул как то, что... Ох, а тут интересный вопрос. Здесь Да, то интересный есть то, вопрос. что должно поставить Зеленского перед фактом. А он уже начинает петлять, очень дипломатично отказывая в этих всех, скажем так, телодвижениях. А между прочим, если вы посмотрите, и российский МИД отказывает и петляет. Типа, слушайте, никакого общения нет, какой план, мы ничего не получали по официальным каналам. Песков тоже сам говорит, ну, не знаю, никакого плана нам не давали. Потом выходит Дмитриев, тоже такой мутный персонаж, пассажир, вернее, и говорит, ну, это же тот план, который мы, типа, в конце октября согласовали с Виткофом. Понимаете, тут тоже идет такая между собойчик, как у нас говорят, башен кремлевских. Знаете, такой террариум единомышленников. Вот. Кто-то явно метит на место, пытается метить на место Лаврова, у меня такое впечатление. А цель Какое одна — место, получить простите, доступ еще раз? на место Лаврова. Ага. Потому что тут же был такой шторм, шквал, когда Лавров подставил Путина в разговоре с этим Рубиком. Ну, кого из любопытства даже стал смотреть, а что за помойки-то разгоняют. Ну, помойки, которые связаны там со всей этой клиентелой. Там Валдайский клуб, Дмитриев, все вот это вот западная клиентела. Вот, тут тоже такой, знаете ли, идет. Ну, просто Кремль говорит, вообще ничего не знаем. МИД говорит, какой план? Ну, Блумберг там типа вообще они несут что-то непонятное, желтая пресса. А тут, оказывается, согласовали-то когда? Я поэтому говорю, это щирая хуцпа все. Нет, ну щирая хуцпа это, конечно, хоть... Ну, мы все равно сейчас поговорим о «Титанике», да, который как бы идет... Потужно. Идет ко дну. Но смотрите, ведь это все, если так вот... А мне нравится, почему там с вами разговаривать на эти темы, потому что все со здоровой долей цинизма. А как еще? Это выигрыш времени. Вот сегодня, Да. например, я так даже горько, некрасиво, конечно, это все, но это потому, что это не над горем украинцев, это над, скажем, над вот этими потужными, которые сейчас делят власть или пытаются там кровати переставлять сейчас, слуги народа и все остальные, там Ермак, Девочек надо менять. Али-Баба, вот это все эти дела, Че Гевары. Телеканал «Звезда» российский ходит по Покровску, по южной части города, абсолютно спокойно, свободно, да, понятно, там в режиме войны, но передвигаются, снимают вот оттуда, прям репортаж, вот это все. Российские военные. Там где-то их человек 5 группа. Ну, понятно, оператор с камерой, корреспондент, какие-то сопровождающие военные. Я так даже пошутил, а где еще 309 человек? Нам же сказали 314 человек в Покровске, понимаете? Ну, часть успели зачистить, этих еще нет. Рёбке выходит, говорит, беда, 20% Северска под контролем России. Да. Сегодня приходят новости. Гуляй-поле. Сегодня приходят новости, там возле Северска Лиман, вход российских военных. То есть это означает, что Рёбке почему об этом так пишет? Потому что там 40 недель, по-моему, да? Или сколько там? Ну, в общем, или недель, 40 месяцев. Короче, не могли реально 40 месяцев пройти вот этот узкий участок там возле Серебрянского лесничества, там, где была Рубилова вечная. Там мощнейшие линии обороны были, их прошли. То есть, понимаете, и около Рёбке... Гуляй-поля прошли. Гуляй-поле прошли последнюю линию обороны, теперь ее будут брать уже с тыла. И это дальше степь кругом. Это колоссальный выигрыш времени. Такое ощущение, что даже сами вот эти разговоры и вот эти все перемещения вместе со скандалом, это ровно для того, чтобы фронт наконец-то рухнул. Да, ну, я еще года 3 назад говорил, что так будут сливать Украину через ВСУ, но я тогда это говорил, потому что, скажем так, было лучшее мнение о умственных способностях западной элиты, действующей. Я ошибался. Поэтому то, что сейчас происходит, почему генералы пролетали, да? Потому что, кто там был? Кто там пел в уши Трампу? Келлог. Келлог лицо заинтересованное, да, у него там в Украине дочка хорошо зарабатывает. Сам он
тоже неплохо на Украине поднялся. Есть еще этот гольфист великий. Ой, сенатор Грэм, есть сенатор Блюменталь, которые всячески отстаивают интересы Украины в Конгрессе, лоббисты. Тоже не по одному десятку лимонов им украинцы отстегнули. Дошло до того, что теперь компетентные органы стали интересоваться, откуда у них деньги у этих сенаторов, почему у них не декларировали, как полученные от иностранного лица и тому подобное. Разведка тоже, ЦРУ, что они там доносили президенту Трампу? Ну, судя по тому, что он говорил, доносили полную хуцпу, потому что ему доносили то, что он хотел слушать. Мы с вами обсуждали всю эту проблему. Поэтому полетели генералы. Вы думаете, они полетели общаться с Зеленским? Нет. Они полетели, судя по всему, напрямую общаться с агентурной сетью своей, минуя все каналы разведки, которые эту информацию массажируют и подают наверх. После этого, я думаю, они вот собираются якобы лететь в Москву. Я думаю, да, они оценили положение дел на фронте, поняли, что происходит на самом деле. И теперь поеду уже, наверное, как-то договариваться в Москву. Потому что, еще раз, вот те условия, которые они выкатили в этом мирном плане, чуваки, ну, слушайте, даже вот со времен Анкориджа уже многое поменялось. И в энергетике Украины, и в транспортной инфраструктуре, я уже не говорю, положение на поле боя. Что там, какой Донбасс менять, на что менять? От него что-то осталось в Украине? Нет, скоро уже ничего не останется. Поэтому какая-то, знаете, вот это вот... Эти ребята даже не могут, там, не знаю, красную шапочку поставить, а уже замахиваются, понимаете, на нашего Шекспира. Вот, если так вот суммировать. Я так напрягся, когда вы сказали про красную шапочку. Думаю, неужели еще кто-то появился? Нет. Это ортодоксальная красная шапочка. Потому что, сами понимаете. Вообще, конечно, ваша версия по поводу приезда именно генералов, это, ну, прям... Смотрите, они приехали, когда Зеленский был в Турции. Да, они же не с ним приехали разговаривать. Ермак тоже там, то я в Лондон, Да. то не в Лондон, но вроде в Турции, вроде как все, и вроде как при теле. Кому не приехали, план показывать. Ну, приехали с агентурой напрямую общаться. Ну, потом сегодня как бы начали их пытаться окружить и показывать, да, Свириденко к ней привели, и тоже какой-то странный. Вот это, кстати, я хотел у вас спросить, просто интересно. Смотрите, вот эти генералы привезли план. Пунктов мы не знаем, есть только сливы прессы. Ну, это тоже язык, церковь, снятие санкций с России, уступки территорий, ну и там вот это все, полный набор и всякие вариации. Его презентовали, никому не сказали. Зеленский говорит: спасибо, будем работать. Но со Свириденко, которая погрязла просто, ну, ей надо спасать, надо Свириденко. Поэтому, наверное, и генералов к ней привели. Но что могут генералы знать об инвестиционной сделке Недровой с американцами? Ну, что они могут знать? Они могут знать, видеть только положение на поле боя, понимать, что значительная часть сделки уже поменяла собственника. Ну, то есть эти редкоземы теперь не достать. Да, кому не нужны. Но можем сделать подкоп, да, я понял. Да, туннель. Да. У русских научились. Нет, ну правда, то есть абсолютно... Они явно не за этим полетали, ну, явно не за этим. Потрясающее заявление. Значит, потрясающее своей, ну, потужностью, потрясающее своим таким, вот прям в лоб. Прям вот я вот, если бы этого заявления не было, то его обязательно надо было написать и всем сказать. Министр иностранных дел Германии Вадефуль. Федеральное правительство Германии твердо стоит на стороне Украины. Германия продолжит свою поддержку и решила увеличить военную помощь на 3 миллиарда евро, доведя общую поддержку в следующем году до 12 миллиардов евро. Это делает нашу позицию совершенно понятной. Слушайте. Для кого? Для бургеров? Сомневаюсь.
12 миллиардов в следующем году от Германии. Вот это я понимаю, вот это мощь, вот это сила. В Европе какие-то странные телодвижения вокруг денег для Украины. И есть прямые моменты, которые указывают, что они-то пообещать пообещали. И Зеленский там прокатился. Может, даже испанцы что-то выкатят. И немцы, вон, смотрите, какие мощные речи толкают. Но когда суть дойдет до передачи денег, не дадут. Потому что их нет. Ну, еще раз, парадоксальная ситуация, да, посмотрите на ВВП Европы, Евросоюза, имею в виду. Найти там соточку-другую ердов, ну, слушайте, вы что, глумитесь, что ли? Напечатать их не можете. Еврокомиссия не может исполнить свою мечту и, наконец-то, выпустить от своего имени какие-то облигации, которые тут же выкупит. Тот же ЕЦБ денег напечатает. Ну, вот, не идет почему-то. С так называемыми конфискованными российскими, замороженными, прошу прощения, российскими активами, еще раз, там история мутная очень, особенно в количестве ЗВР, которые там арестовали. Ну, не будем вдаваться в эти подробности. Но, тем не менее, бельгийцы встали, уперлись рогом. Говорят, ребята, а если они в суды пойдут, причем даже Евроклир, у них же представительство не только в Евросоюзе, а у них и в той же Азии. Поэтому Россия может пойти в азиатские суды. А там Китай рядом может с судами сделать то же самое, что делает Америка. Бельгийцы говорят, не-не-не, давайте мы тогда договоримся об каких-то общих гарантиях, что когда за нами придут, у нас будет коллективная ответственность. На это и европейцы уже не идут. Ну, еще раз, парадоксальная ситуация. Вот Евросоюз с таким огромным ВВП не может найти 100 ердов, условно говоря, да? Чтобы поддержать ЧВК, потому что ведь, слушайте, Писториус сначала заявлял 29-30 год, теперь он все это дело передвинул на 28-й. Разумеется, Украине здесь отводится важнейшая роль, что она должна еще 3 года связывать силы и наносить ущерб этому кровавому медведю, кровожадному медведю. А если ЧВК рассыпется сейчас, то получается у кровожадного медведя может быть 3 года свободы. Угу. А более того, этот медведь, после того, как ЧВК рассыпется, подойдет, скажем, к польской границе и скажет, ну что, готовы, уроды? Они еще нет, они планировали через 4 года. И вы не можете под это дело найти 100 ердов? Ну, слушайте, вы дебилы столь конченые. И вот, понимаете, вот элементарно, когда вы начинаете элементарно вот анализировать то, что они говорят, то, что они планируют, и то, что происходит на самом деле, думаете, ну, конченые дебилы. Ведь это же серьезнейшая угроза, под которую они подгоняют все свои планы, там, план реиндустриализации, вернее, через разгон оборонки. Идет на самом деле информационный террор, ну, сравнимый с ковидом. Да, надо готовиться к войне, затянем пояса, будем тренироваться, бегать в бомбоубежище, будем развертывать, тренироваться госпиталя, бла-бла-бла, чтобы население прониклось этой идеей, что ладно, черт с ним, с климатом, давайте о нем забудем на время. Но нам нужно объединиться вокруг Брюсселя, потому что вот ровно через 4 года, возможно, даже через 3, к нам придет антихрист. Но в эти 3 года этого антихриста должно сдерживать ЧВК Украина. Опачки, а у нас 100 ердов, скажем, нет на ее поддержку. Так она рухнет сейчас, антихрист может прийти сразу, а может потренироваться, покачаться там. И прийти к нам через 3 года уже с совершенно другим человеком. Маразм ведь, ну согласитесь, идиотизм, чистой воды идиотизм. И вот они этим маются. Идиотизм, знаете что, это вообще суть этого мирного плана, который мы обсудили. Вот приходит Да там нет никакого мирного плана. Так сообщение приходит, знаете, от кого? От Линдси Грэма. Ну, тот, который ликует, и, в общем, они там пытаются окрутить и обдурить Трампа, чтобы... Чего обдуривать? Не, ну, чтобы санкции ввести. А Трамп говорит, да, хорошо, но только я буду решать.
Водить или не Да, водить? да, Они говорят, да. там вот мы так выпишем, сейчас там так красиво будет, в общем, 500% вторичные эти Ну, введите пошлины. на Китай вторичные пошлины, введите, введите. То есть, ну, Уже пытались. вот такая вот история. Короче, выходит этот Грэм, Что, попка уже зажила, да? Ну, ничего, выходит китайцы вам Грэм и снова ранку говорит, сделают. что касается существования плана из 28 пунктов по прекращению российско-украинской войны, то я ничего не знаю об этом плане. Читал сообщения СМИ, я твердо убежден, что эта война должна быть прекращена путем переговоров с достойным и справедливым результатом, который предотвратит третье вторжение и удержит других от агрессивных действий по всему миру. Такой результат может быть достигнут только путем переговоров с участием обеих сторон, особенно Украины, которая стала жертвой российской агрессии, а также наших европейских союзников. О как! Ну, в общем, знаете как, не читал, но осуждаю. Вот такая у него позиция, да, как там, доктора Живаго. Не, ну слушай, чем дольше длится конфликт, тем больше украинцы отстегивают бабла для представления своих интересов. Ну, все разумно и закономерно. Как вы думаете, сейчас вовсю, конечно, шарашит, что Ермака Зеленский спасет, будет, наоборот, там бить по Арахамии, будет вот эти пауки в банке дальше как бы цепляться. Но ведь это означает, что только одно, что дальше, вот, ну вот, и, допустим, не сработает этот сценарий, что сбивают Ермака, Зеленский как, ну, как там описывали, как свадебный генерал, как британская королева, вводят новое правительство, где включают всех, переформат парламента, выходят на переговоры, 2 месяца временные, потом выборы, новая легитимная власть, все подписывают с россиянами конкретно, и, в общем, все, война закончилась. Этот сценарий не работает, работает какой-то другой. Значит, будут ужесточать мобилизацию, будут дальше тянуть всех, кто остался еще жив, на фронт, на войну, ну и будут воевать еще потужнее. Да. Так а чем воевать? Вот сегодня слушайте, понизили мощности энергетические 2 атомных электростанций. Сегодня так наложилось, что Киев, Киевская область совпала, короче, полчаса полностью без света Киев весь по очередям. Вынесли же очередную подстанцию на 750 киловольт. Поэтому Львов остался без электроэнергии полностью. Ну, тут на самом деле интереснее, что творится с железнодорожным транспортом в центральной и южной Украине. Он просто уничтожается. Вообще, как класс. Логистика полностью нарушается у ВСУ. Ну, вот, кстати, в прошлый раз мы с вами разговаривали, я удивлялся, почему не бьют по Западенщине. Как услышали, стали бить. Тут в дорогу уже в один конец. Тут все. Тут уже дорога в один конец. Хорошо, а что может быть финальной точкой? Я излагаю еще раз свою точку зрения. Она исходит из того, что есть 2 стороны конфликта. Это США, условно коллективный Запад, скажем так, Британская империя, поскольку США это вышибала Британской империи. Можно долго об этом говорить, но не будем тратить время. И есть Россия. Задача конфликта была смена режима в России и разрушение Евросоюза. Разрушение Евросоюза идет по плану пока что. Даже, может быть, быстрее, чем планировалось. Со сменой режима пока не сложилось. Поэтому для завершения конфликта какая-то из сторон должна капитулировать. Почему? Потому что либо это свержение режима, смена режима в России, либо капитулируют американцы. Точки зрения пока диаметрально противоположны. ЧВК уничтожается, скоро будет уничтожено. Американцам придется капитулировать. Уже реально капитулировать. Не вот это вот все, давайте мы тут корейский сценарий типа попробуем протянуть через свою клиентелу в России. Ну, либо капитулирует кремлевский, соглашаясь на корейский сценарий, потому что
все эти обещалки, там, кто куда не вступит, чем мы не будем размещать. Ну, уже Европа на самом деле показала, что все это обещалки, потому что открыто предлагают, скажем так, даже если придется сократить численность ВСУ в 2 раза, то мы найдем работу для ВСУ, будут тут у нас границы охранять. Мгм. То есть, будь половина армии дееспособная, условно говоря, в любой момент может быть дислоцировано снова обратно в Украину. Вообще, о чем тут можно договариваться? Кому тут можно вообще верить? Я не понимаю. Поэтому вопрос действительно стоит еблом. А именно, есть Украина, есть проблема. Нет Украины, нет проблемы. Ну, то есть, достаточно оставить Украину как некий такой обрубок без Черного моря, без Восточной Украины, возможно, даже без Киева. Пусть там все западенцы варятся, свои самостийные, незалежные. Ну, осталось юридическое какое-то образование, замечательно. Угрозы для никому больше не предоставляет. Никому из своих соседей. Возможно, даже западные соседи возьмут ее по частям в Евросоюз, как того они хотели. Это все. А, Просто почему я заговорил о тотальной мобилизации, там, да, с замещением населения, с вот этими всеми вещами, уже, конечно, большой вред. Ну, что вред? Ну, а как? Да не, ну, Спецификация. слушайте, ну, вырублено. Сейчас еще вырубят молодое поколение мужиков. И что? Что останется вообще от украинской нации? Я обалдел, когда узнал, что 175 тысяч женщин пошли на мужские профессии. Это официальная статистика. А Имеется в есть виду. очень простое правило. Я сейчас могу напутать в цифрах. Ну, его легко даже, возможно, даже искусственный интеллект найдет. А именно, оно гласит, что если вы мобилизуете, по-моему, более 1/3 мужского населения, рабочего, не населения, а вот именно рабочей силы, то вы проиграли в вашей экономике, хана. Ну, такой вот цифры, там то ли 1/3, то ли 1/4, я уже не помню, но есть некоторый предел, который, разумеется, был установлен эмпирически по историческим данным и тому подобное, по предыдущим войнам. Я думаю, что этот предел Украины уже прошла. Поэтому женщины занимают места мужчин. Если честно, то какой-то лютый трэш. Нам показывают, собственно, российского... Ой, сейчас. В общем, российского политика. Он говорит о том, что надо отлавливать собак по России и отправлять их на передовую. Да? На А передовую. зачем? Ну, чтобы они бежали, прочесывали местность и разминировали так. Вот. Мгм. То есть надо мобилизовать собак. А у нас Ну, ровно за там 2 дня до этого выходит уважаемый военный эксперт, там Якубец, говорит, надо всех мужиков, у которого есть служебная порода собак, отправлять в пехоту, потому что там на переднем крае собака чует, где враг. То есть, что то заявление, что то, ну такое, знаете, от не, большого ну у ума. нас-то понятно, у нас выборы скоро, да, тут они за неимением ничего лучшего находят любой повод, только чтобы засветиться в инфопространстве. Ну, чтобы там на них обратили внимание, из списка не выкинули, может, у него уже денег нет купить себе место в списке, ну, чтобы там остался. У нас выборы на носу. Это понятно. А у вас-то что? У нас же тоже, наверное, выборы. Или выборов в Ну, Украине не да, будет? да, скоро все, да, скоро мир, да, да, Выборов не скоро. будет, думаете? Слушайте, я вам излагаю свою точку зрения, да. Вот как я вижу ситуацию с точки зрения логики. На мой взгляд, она железная. Но есть интересы кремлевских, есть интересы Запада, есть еще что-то, еще что-то. Я просто многого не могу сказать, потому что это, да, статья или еще хуже. Поэтому здесь ситуация, как говорит мой босс, флюидная. Нет, ну, все сразу задумались, кто у Димуры босс. С такой флюидной, собственно, ситуацией. Значит, как вам кажется, есть ли
И видите ли вы, ведь тоже, собственно, вот этот план Виткофа, который обрел название, имя Виткофа, он напрямую перекликается с Газой. И когда это все как бы Извините, я вас проворачивалось... перебью. Правильно называть план Виткофа Дмитриева. Дмитриев сам об этом сказал, что этот план был разработан и согласован Виткофом во время визита в Вашингтон в конце О, октября. хорошо. Поэтому правильно называть план Дмитрия Виткофа. А План... то, как у нас говорят, вот там закон Яровой. Ну, как-то вот, ну, там не одна Яровая это предлагала. Второй просто слинял, скажем так, поняв, что он такое вообще предложил, он решил не афишировать свое имя. Так и здесь. Поэтому давайте называть героев. Страна должна знать своих героев. Да, по плану Уиткофа Дмитриева, значит, он абсолютно вбрасывается и вводится в пространство информационное. Хотя вот вы тоже вот это выборы взяли, у нас вот это вот забрали вот эту всю эту морковку своей железной логикой. Тут Вашингтон-Пост выходит и говорит: слушайте, так правда хотел Ермак лететь к Залужному, чтобы заручиться поддержкой? В смысле? Ну, Вы то есть... знаете, вот, по-моему, Царев, Олег Царев, тут статейку тиснул, на глаза попалось. Не буду врать, по-моему, он. Он написал, что вообще-то, если бы вот британцев, ну, у британцев есть такой, знаете, сумрачный британский гений, они бы Залужного сделали бы спарринг партнером для Усика, поставили бы Усика. Ну, а что, чувак известный боксер, у вас уже один боксер есть, да. Чувак, боксер известный, там, всячески показывает, какой он православный, из Крыма, русскоязычный, ну, Был. был, да, ну, там, за православие, за веру и тому подобное, ну, идеальный кандидат для Кремля. А Залужного, ну, спарринг-партнеры, а потом будет такой тандемчик, Усик Залужный. И Кремль так опять, ай, опять надули. Так что посоветуйте Ермаку слетать к Усику, не к Залужному. Ну, Залужный сегодня опубликовал фотографию вот эту, знаете, значит, вот этот вот, как бы он смотрит в этот самый, смотрит на Биг Бен, типа смотрит на часы в окно. Вот эта фотография, и все такие: о, типа ждет своего часа. Да, пришел мой час спасать Родину. Пока часы пробьют, вот это все. Просто в 12 кое-что может превратиться в репку. Будь осторожен, Залужный. Ну, в смысле, в твердую. Большую твердую репку. Да. Помни об этом. Значит, большая твердая репка плана Уиткофа Дмитриева. Все ее привязывают к плану по газе. Мол, мы сейчас закончим с газой и сразу Украиной займемся. Я так понимаю, с газой уже закончили или нет? Выходит В Нетаньяху. газе еще ничего не начиналось. Выходит Нетаньяху. Говорит, вчера с Рубио разговаривал, он подтверждает, что США качественное военное превосходство сохраняет для Израиля в поставках оружия на Ближний Восток. Представляете? Говорит, что у Сирии такой же интерес, как у Израиля, возможно, даже больше в достижении соглашения по безопасности. Короче, торгуется Биби. Ну и по поводу Турции, поставка МФ-35 это не то, что произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет. Наша позиция по этому вопросу такая же, как и по... Да нет, в газе там еще только начинается. Там такой левак был. Ну, то есть, смотрите. Все решили свои вопросы. Хамас же отказался. Но правильно Хамас сказал, а что, ребят? Что там, какой план? Поэтому, кстати, Россия и Китай воздержались от вето, когда голосовали. Так, слушайте, пиндосы хотят умыться кровью. Зачем им мешать? Вперед, ребята. Там только все начинается. Не. Поэтому, когда они там, с чем они там закончат, непонятно. Поэтому до Украины, если следовать этой логике, у них руки не скоро дойдут. Ну, там же принимал принца, да, Трамп. Да. Красиво принимал. Выбил. Еще 400 ярдов выбил инвестиций. Самолеты Я так летели. посмотрел, на самом деле, если посмотреть на все инвестиции саудитов в американские облигации, сколько они держат,
в своих ЗВР. Ну да, можно там их немножко еще потрясти. Но опять же, это же Восток. Ну, обещали Трампу сначала 600, потом еще 400, целый триллион. Ну, у них воображения нет. Тут же Бин Салман мог бы и 4 пообещать. Чувак, ну что мы тут мелочимся? Давай 4 триллиона на 100 лет. Зуб даю. Любимым ишаком клянусь. Примерно из этой серии. И теперь все пишут, я посмотрел, да, все, те отношения, которые были испорчены Байденом с судитами, Трамп все починил, снова втянул их в свою орбиту. Ну-ну. Посмотрим, кто кого куда втянул. У нас разрывная сенсация сегодня вышла. Оказывается, раскопали, ну, вот эти соросятня грамматика, они раскопали, что в деле, ну, в материалах об Эпштейне фигурирует украинский политик. Ой, кто бы это мог быть? Вы никогда не догадаетесь, кто это мог быть, потому что я лично... Кучма! Нет, я лично в шоке. Вы сейчас даже не представляете, кто это. Вот даже никто не может, не мог предугадать. Этот, как его, прыщавый, как его у вас был? Первый майдановец. Все, сдаюсь, не знаю. Это, так, на секундочку, действующий глава обороны города, родного для президента Кривого Рога, Вилкул в материалах по делу Эпштейна. Значит, в этих файлах... А он типа девочек поставлял? Десятки упоминаний об Украине и имя Вилкула. В одном из документов от 2016 года неизвестный просит помочь раздобыть для Вилкула приглашение на инаугурацию Трампа. А в январе 17-го... Ну, понятно, пимпом работал, девочек поставлял, поэтому... Когда Вилкул рассказывал, что посещал мероприятия в США по приглашению партнеров. Ну, по бизнесу все правильно. То есть, ну, это, конечно, шок. Как вы думаете, откашлял Трамп файлы Эпштейна? Что сделал? Ну, откашлял, все, уже проехал. В смысле проехал? Ну, вот он же вроде как все разрешил, сказал, ничего там такого нет. Ну да, все разрешил, Драк вдруг развернулся там на 360 градусов, как говорит Кая Каллас. Ну, на самом деле, на 180. Вопрос в том, хватит ли них ума выпустить файлы, которые они уже, скажем так, пропустили через Photoshop. Ну, в стиле сертификата рождения Обамы. Когда они все-таки обнародовали этот сертификат как великую тайну. Казалось, что это банальный Photoshop. Вот это будет скандал, так скандал. А так, ну, куда им было деваться, на самом деле. Хорошо эту комбинацию разработали, когда 400, сколько там, 413 или 414, по-моему, членов Нижней Палаты против одного проголосовали. А проблема там была даже не столько в Трампе, сколько файлы показывают, что и ЦРУ, а известно, что со своего первого дела против него, которое было, и это дело спустили на тормозах, даже есть бумаги, что он информант ФБР и сотрудничал с ФБР и с ЦРУ. Моссад. Это вот прям будет сейчас вот американцам, особенно магаистам, в тему. Что Моссад использовал так называемый хонипад, ну, девочек по вызову, чтобы компромат собирать и потом, соответственно, влиять на политиков. Причем даже в том, что уже выпущена эта переписка Эпштейна. Там черным по белому есть фразы и даже предложения Эпштейна своему подельнику использовать компромат для влияния на Трампа. Сейчас там будет много чего интересного. Значит, раскручивают сейчас новость. Значит, такую достаточно яркую о том, что Зеленский поговорил с тем министром армии, который передали, и все, Axios написала, что договорились о жестких сроках, в ускоренном темпе подписывать мирный план, ну вот этот, который
Хотя вот официальный ответ, знаете, это же Axios пишет, а официальный ответ вообще какой-то такой очень расплывчатый, о том, что мы готовы, мы хотим, будем рассматривать. А вот Axios говорит, что вот как бы... Типа Кремль никто не спрашивает, да? Ну, получается, да. Ну, с Кремлем же Хотя, согласовали. ну, не-не-не-не-не-не-не. Еще раз. МИД не знал, реально, суть по всему, не знал. Песков тоже был не в теме. Что такой план согласовали? И вчера же Песков заявил, ну, как бы рано говорить. Нет подготовительной работы, не проведено, чтобы была встреча президентов. Так а зачем тогда его вбрасывать, если это все сыро и вязко? Я думаю, еще раз, это вот такая гибридная операция против кремлевских, на самом деле. Против Кремля. Сначала их посылает Рубик, да? Там все типа в ужасе, ведь как же, путеводная звезда, импульс Анкориджа, куда же он делся? Ребята, у вас вообще в голову никогда не приходило, что такие элементарные вещи, как, например, возобновление авиасообщения, возобновление консульской работы, возобновление работы посольств, возвращение государственной собственности обратно России в Штатах. Если этого не происходит, о чем вообще идет разговор? Какой к черту нормализация отношений? Какие там туннели под Аляской? У вас что, с головой что ли не дружите сильно? Ну, это на самом деле вот это синдром Даннинга-Крюгера, да, это одна из побочек этого синдрома. То есть я когда все это вот читал, видел, смотрел, думаю, слушайте, ущипните меня кто-нибудь, нельзя же быть настолько, я не знаю, каким. Поэтому хорошо, тут же, значит, кинули, тут же, откуда ни возьмись, Трамп решил ударить по Лукойлу и Роснефти, заодно американцы отжимают зарубежные активы. Сегодня вышла милашка Бессент, опять сказала, вот никакой связи не будет между Лукойлом, Роснефтью и зарубежными активами, зуб даю. Тут же начинается вот этот вот непонятный пассажир Дмитриев с этими какими-то непонятными мирными планами. МИД не в курсе, реально не в курсе, суть по всему. Потому что, ну, слушайте, ну не стал бы Лавров так подставляться. И тут же опять активизируются все эти ребята в Конгрессе со своими страшными законопроектами о 500% тарифах на всех, кто торгует с российской нефтью и тому подобное. Ну, У меня, и тут такой, подсовывают бумажку. у меня такой Типа, важный... вот, злой полицейский выступил, теперь приходит добрый с бумажкой. Подписывайте явку с повинной. Смотрите, там же все прекрасно понимают, что это не будет подписано, потому что, ну, кроме там Я бы не откровенного... зарекался. Нет, ну, кроме откровенного бреда, там вот такие вещи. Я, кстати, был немножко за эти последние сутки, ну, за сегодня, да, вот это тоже удивлен. Говорят, ребята, а вот там такая формулировка есть: возвращение России в мировую экономику. И тут возникает такой, знаете, ну, понятно, ладно, там, если SWIFT вернут, это, ну, как бы хорошо, да. Ты Ну, без него живем. вот. И многие говорят, ребята, а есть некоторые моменты, что, которые, если вернут, то станет хуже. Ну, там, в отдельных отраслях экономики. В каких, например, и что вы думаете по поводу этого мнения, что тут еще, знаете, как бы несут тебе вот эту ложку меда ко рту, да, но ты понимаешь, что ты ее всю не съешь и не надо тебе, и там надо как бы лизнуть и отойти, а тебе ее пихают дальше. Вот на тебе отмену санкций. Какие могут быть последствия? Ну, смотрите, отменяют санкции, скажем, подсоединяют этот SWIFT. Что происходит с рублем? Резкий всплеск спроса на валюту возможный, да? Например, среди импортеров. Рубль тут же резко начинает падать. Ну, с одной, с другой же стороны, тогда должны отменять и санкции на российскую нефть, все это. Ну, предположим, рубль начинает падать. И бюджету хорошо, всем хорошо, а инфляции плохо. Тут на самом деле вот, как вам сказать, сколько экономистов, столько и мнений. Они иногда такое несут. На Западе иногда такое планируют, что просто волосы дымом встают. Элементарные вещи. Там, ну. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо.
предположим, вот меняют санкции, это значит, что наши китайские товарищи не смогут делать два конца, а будут делать полтора конца на нас. Да? Мгм. И скидочка у них уже на нефть и на газ, что у них, что у индусов, что у турков, будет другая, или если вообще не будет. Вроде бы хорошо, а с другой стороны, если посмотришь, как экономика адаптировалась из одного состояния, когда она была включена в международное разделение труда, к теперешнему состоянию, когда она после выключения, попыток выключения достаточно серьезных ее из международного разделения труда. И тут снова идет международное разделение труда. Только тогда, извините, у нас и ставочки были другие, и налоговый режим был другой, и все было другое. А сейчас, тут сидеть надо и думать. Думать некому. Ну, они Поэтому пришлют, возможны варианты. они пришлют тех, кто будет думать. Че нет? Ну да, пришлют обязательно. Прислали тут уже, вон, нагребаем. Степан Когда Геннадьевич, выходит МВФ и говорит, вы знаете, мы тут исследование провели, понимаешь, в натуре конкретном. Оказывается, ДКП, вот борьба с инфляцией, повышением ставки, она очень вредна для экономики. А вы набиулины сказали? Нет, и все. Депешу ей прислали. я сегодня был тоже поражен. Я не видел этого материала, потом там услышал, пошел, проверил. Да, действительно, есть упоминание, есть об этом в газете «Ля Монт». Значит, Месье знает толк в возвращениях. так, после того, Работа что... такая, да? После того, что со мной сделала Украина, конечно, да, понимаете. Вот. В профессиональном имеется в виду плане. Значит, значит, какая вот меня как бы строчка поразила. Несколько недель назад, ну, скажем так, оборвал свое бренное существование в этом мире криптоблогер, достаточно известный криптоинвестор Костя Кудо, да, Костя Кудо. Причем там Ламборджини, нашли его, в общем, ужас, да, и никто не понимает, что случилось. Там как раз был такой очередной, этот хайп Трампа. Ну да. И все говорили, да нет, ну подождите, но это же все равно, он же с таким опытом, такой криптан еще тот, он понимает, что сегодня откатилось, завтра прикатилось. Тут это не связано там с какими-то рынками. А вот в Le Monde пишут, что это может быть связано и конкретно случилось из-за того, что через него проходили деньги, которые отмывали в энергоатоме. Может быть. Я тут немножко, знаете, так навел резкости, думаю, это елки-палки. Миндич, о нем нам говорили, что у него есть флешка с криптой на 1,5 ярда. Тут как бы такие заголовки писали. Правда, неправда, он же уже уезжал из Украины, потом вернулся, там замяли эту тему. Конечно, эти все денежки, вот эти пачечки, о которых вы вспоминали в начале, да, пронумерованные, они же могут быть вскрыты и каким-то образом, да, так сказать, надо же как-то обезопасить себя. И вот он почему-то вот так поступил, вот этот криптоблогер. Вообще, конечно, история жуткая, темная, и все говорят, что это лишь там верхушечка айсберга. Вот того айсберга, на который, уже похоже, в который врезался Титаник Украина. Как вы думаете, мы сможем увидеть подножие этого айсберга? Не думаю. Не увидите. Просто если кто-то туда начнет смотреть, открывать рот, его будет ждать та же самая участь. Слушайте, Украина это в последнее время была просто огромная, прачечная. Причем даже те цифры, которые назывались, помните, было расследование Джулиани, даже тех крохи, которые вышли после этого расследования, например, тот же Сорос. Свои фонды отмыл 5,7 миллиарда через Украину, 5,7 миллиарда налогоплательщиков американских. Та же это была у вас, в девичестве Нудельман.
цифра фигурировала, что Майдан сделали за 5 ердов. Батюшки, а оказывается, денег налогоплательщиков было потрачено 10. И к ней сразу возник вопрос: чувиха, бабки где? И она тут же вылетела с работы, например. Поэтому я не знаю, сколько там десятков, если не сотен ердов было отмето в Украине. Причем, если кто-то из енотов там начнет какие-то права качать, еще что-то говорить, угрожать, шантажировать, ну, его, скорее всего, может постичь участь криптоинвесторов. Что с биткоином происходит? Ничего, падает. Уже прошу там... прощения, корректируется. Он же вечно растущий актив, он корректируется. Мы знаем же все, что вы, ну, как бы крипту хулите, говорите, что это, ну, такой, как это, скам они называют, да, что это все накачанная история. Но давайте так, это тоже нам о чем-то говорит? Конечно. Нормально разводит лохов. Так, скажем так, если посмотреть на историческую перспективу, ну, за 15 лет нормально биткоин раскачали, все остальные валюты тоже. В результате это же все анонимно. Расскажите АРС, да? Сейчас же начинает до людей доходить, что анонимности никакой нет, потому что, оказывается, можно их блокировать. Можно ставить черные метки на биткоине, такие, что не отмоешь. Но главное не это. Главное, что население, особенно продвинутое, приучили к чему? К цифровым деньгам. Поэтому, когда, скажем, появится на горизонте, там, вернее, уже появился там, цифровой юань, цифровой рубль или цифровой евро, так называемые цифровые валюты центральных банков, ну, все это воспримут естественным образом. А потом просто, ну, как, биржа обнуляться, и все. Был у вас кошелек, нет у вас кошелька. Все очень просто. Приходите, ребята, хотите пользоваться цифровыми валютами, пожалуйста, у вас широкий выбор из валют центробанков. Население приучили особую, самую продвинутую часть. Всех посадили на кулкан с анонимностью. Хотя если вообще вот если у вас есть... Я вообще не понимаю этих людей. У вас же это самое, как из башки вылетело. Ну, фишечка такая там под биткоином. Распределенное хранение информации. Как это называется? Ну, блокчейн. О, вот дебил старый. Да. Блокчейн. О какой анонимности вообще можно говорить? Там все транзакции навсегда остались. Их не стереть вообще в принципе. Ну да ладно. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, была white paper ЦРУ, потом появился этот Накамош, или как его там, тоже выпустил такой white paper, которого один в один была похожа на ЦРУ. Потом появилась непонятная валюта stablecoin USDT. Если тот же биткоин – это ЦРУшное мероприятие, то USDT – это уже NSA и тому подобное. Об этом можно говорить много. Ну, люди предпочитают как-то, знаете, учиться на своих ошибках, поэтому пусть учатся. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Пойдет ли Зеленский? 14%. В смысле? Зеленского Ермака еще наградят в Кремле. 26%. Нет, отпетляют, удержатся. 28%. Скоро пойдет, да. И 32% да, но не сейчас. Ну, то есть у нас разделились места от почти поровну там за небольшие проценты, да. То есть никто не знает, что будет. Никто не знает, что будет. Прекрасно. Когда вы все знаете, вам скучно жить. Тут есть некоторый саспенс. Есть о чем поговорить на кухне, да? Занять свободное время. Вы знаете, если так серьезно, то Зеленский принес очень много горя в эту страну. Да. И понимаете, когда, ну, это все, скажем так, под мишурой, под софитами, под какими-то,
я не знаю, вот этими театральными жестами, выступлениями, вот этими там ее обращениями. А, Все же четко сравнивают этот период, в который сейчас он попал, например, перед военным. И я, например, согласен, и давно согласен с этой точки зрения, что Зеленского вот это СВО, которую начал Путин, когда там запустил солдат, когда ударил ракетами, он его спас. Но он его не просто спас, его рейтинг внутри страны, он Ну да, возвысил рейтинг, его да. на весь мир. Обложки Time, вот эти все, скажем, Ну, слушайте, аплодисменты, овации. Руку ему Пелоси целовала. Представляете? у вас неправильное представление. Зеленский – это имя нарицательное. То же самое вот, популярное в России это выражение, особенно у коммунистов, совков, во все виноват Чубайс. Чубайс – это не человек, это имя нарицательное. Был бы не Чубайс, был бы Бейлис. Какая разница? Разницы нет. Это есть некая система, которая работает. У этой системы есть определенные задачи, они решаются. Происходит отбор по морально-волевым. Кто будет на какой должности в этой системе, каким винтиком будет работать. Все. Ну, был бы не Зеленский, ну, был бы еще кто-то. Ну, О, Господи, о, его же Господи. начали Я прошу раскручивать, прощения. его же начали раскручивать еще стимулы. Сейчас вы закончите про Зеленского. Тут срочно в номер, Да, как все. говорится. Срочно в номер. В ближайшие минуты Кремль выступит с заявлением, сообщают журналисты кремлевского пула. Скоро будут громкие новости из Кремля, говорится в сообщении. А? Путин? Там этот, который с Путиным ходит, журналист Зарубин, говорит, сейчас включайте, скоро будут, скоро. Ух, Степан Геннадьевич, ну, может, сейчас как раз на вопросы зрителей ответим, может, что и застанем. Историческое что-то будет. Да, может, Путин ответить на все вопросы сразу. Ух, что-то будет. Я уже помню, так Я как... думаю, что это будет. Помните, в час Мы ночи за мир, он... за дружбу, жвачку. Но надо прорабатывать, нужно создать рабочую группу по формированию комиссий для проработки. Ну, а так мы за мир, да. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, и про Зеленского рано с ним прощаться? Я думаю, реально, да, пока рано. Да, Ну, уже, друзья. скажем так, время-то его подходит, по большому счету. Но пока, я думаю... Понимаете, тут единственное, что есть, это... Ну, во-первых, его статус легитимности, как уже говорилось много раз, это такая хорошая закладочка на будущее. Всегда можно разыграть как угодно. А во-вторых, механизм передачи власти какой. Вот, скажем, решили убрать Зеленского. Ну, ладно, можно слить координаты типа русским. Позвонит тот же Петька Стакан, там, может, Белоусу скажет. Этот чувак мы будем держать 2 часа там. Ну, пролетит пара кинжалов, и нет Зеленского. Дальше что? Хорошо, переходит власть. Формально к этому у вас там есть такой большой начальник Рады. Забываю, как его зовут все время, фамилия. Если большой, то Стефанчук. О, Стефанчук. А так он не сильно Хорошо. большой. Да, ну, назначаются выборы, еще что-то. Один вариант. Второй вариант. Зеленский остается у власти, все нормально, обеспечивает транзит, тоже выборы. При каком условии будут проводиться выборы? Тут же столько вообще вариантов. Вот как, скажем, Зеленского быстро, эффективно поменять либо на Залужного, либо, как считает Царев, кстати, идея очень нравится, красивая действительно, на Усика. Вот как вы себе это представляете? Только, наверное, ликвидация Зеленского. Потому что в отставку он сам не уйдет. А тут еще станет героем. Посмотрим, потому что, я повторюсь, этот прилет генералов в отсутствие Зеленского и всех остальных, он был не с украинцами поговорить и не бумажку им показать. Он был о другом. Посмотрим, что они доложили обратно или доложат обратно. Непонятно, что Степан Геннадьевич, в общем, тут собирается заявлять в ближайшие минуты Путин, да, там все как бы его пока что, ну вот сейчас вроде началась какая-то трансляция, до нее сообщили, что
провел совещание с группировкой «Запад», ситуацию по Купянску заслушал, Константиновке и Краматорском направлении. Все задачи на предыдущем совещании были выполнены, сказал. По южной группировке и западу, ну, все, в принципе. То есть пока вот так. Ну, сейчас вроде как в эти минуты идут вот эти важные новости. Ну, давайте мы сейчас что-то узнаем, да, и как бы обсудим, пока перейдем к вопросам зрителей. Традиционно, как всегда, значит, с сообщества в Ютубе начнем, и, собственно, может быть, чего-то и поймаем как раз на нашем «Титанике». За хвост. За хвост. Значит, нравится мне. Александр, Степан, добрый вечер. Вопроса нет, просто хочу Степану Димуре выразить уважение. Спасибо вам. Спасибо. И вам. Значит, вопрос Степану Геннадьевичу. Смотрел ли он недавнее интервью со Скоттом Риттером на радио «Спутник»? И как вообще к этому человеку относится? Что о нем думаете? Примечательно, он буквально повторил ваши слова о компетенции разведки США. Докладывают не правду, а то, что хочет услышать начальство. Заранее спасибо за ответ и эфир. Ну, Скотт Риттер, он и морпехом был, и он был один из тех, кто разрабатывал планы войны в Ираке. Умный мужик, ничего не скажешь. Много знает. Занимался ядерным разоружением, кстати. Но, скажем так, у него та же проблема, как и у многих, у думающих людей, умных, скажем так, кто разочарован системой власти в Америке, особенно Трампом. Они начинают всячески превозносить противников. Потому что когда он раскрывает рот, начинает говорить не о боевых действиях, которые идут в Украине, а об экономике, о политике в России, у меня просто уши вянут. А так, все, что касается боевых действий, каких-либо систем вооружений, поскольку он с этим знаком, и он работал и с израильтянами долгое время, ну, его можно слушать. А вот все остальное, когда заходит разговор о политике, еще о чем-то, то не стоит. Он, кстати, очень сильно прокололся с Ираном. Очень сильно. Вообще даже не мог предположить, что такое произойдет. Ну, вернее, результат 12-дневной войны он даже предположить не мог. Добрый вечер, Александр, Степан Геннадьевич. Были новости, что Китай продвигает цифровой юань через платформу M-Bridge, подключив 10 стран АСЕАН и 6 стран Ближнего Востока. Вопрос, где тут БРИКС? Перспективы вообще есть или у Китая иная геополитическая стратегия? Ну, вот они есть, БРИКС. А какая у Китая? Представьте себе БРИКС без Китая. Весь Китай, к нему просто пристегнуты все остальные. Соответственно, все эти сказки про валюту БРИКС, это уже все реализовано в цифровом юане, который, между прочим, конвертируем в золото. Что позволяет, в принципе, избегать многих проблем для тех же саудитов, если они остатки юаней от торговли с китайцами могут всегда конвертировать в золото, например. Но это просто замещает сильно, причем замещает доллар как раз в этом регионе, потому что еще раз формируются два гегемончика, две экономические зоны со своими валютами, со своей экономикой, со своей политической, что ли, системой, военной системой. Между ними будут всегда трения, поэтому, повторюсь, нужен посредник и гарант каких-либо договоренностей, который будет просто стричь свою индульгенцию. Вот и все. Значит, Трамп взял у Клинтона. Возьмет ли у Зеленского? Влад. Скабрезно шутит. Украину на колени не поставишь, Трамп залезает на стол, да? Примерно так. Хотя с ростом Зеленского можно не залезать.
Для чего Путин помог Януковичу убежать, если ему, Путину, нужно было просто надавить на Януковича и разогнать вертеп на Крещатике? Не смог, не доработал. Это же, понимаете, вся эта программа тогда «Русский мир», было ассигновано огромное количество денег. Судя по результатам, значительная часть ушла не по назначению. Ну, что-то тут как бы понеслись заявления вот эти. Я так отвлекаюсь от вопросов, Степан Геннадьевич. Значит, показывают кадры там, ну, где он с Герасимовым, там, говорит, бои идут внутри Константиновки, бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны. Вокруг Купянского узлового 15 батальонов заблокировали. Это уже никакая не политическое руководство на Украине, это преступная группировка, заявляет Путин. Не знаю, это или не это. Ну, собственно, ну, это как бы заранее... Нелегитимный, короче, нелегитимный. Будем переизбирать. Вот. Нет, правда, тут... Только, понимаете, вот элементарная вещь. Предположим, кремлевские соглашаются на эти так называемые мирный план. Предположим, Украина остается более-менее дееспособной ЧВК или страной, называйте как хотите. Дальше начнется интересный вопрос. Есть две мягких силы. Мягкая сила Запада, мягкая сила России. Кто одержит верх в Украине? Судя по, скажем так, послужному списку и списку достижений мягкой силы со стороны России, ответ, по-моему, однозначный. Конечно, мягкая сила Запада. Вот, я не знаю, понятно это кремлевским, непонятно, поэтому... слушайте, давайте к вопросам перейдем, там ничего не скажешь. Ну, тут одна деталь, что тоже цитата Путина, что для всех понятно, что эти люди, власти Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, им не до этого. Ну, вот как бы это, я так понимаю, реакция на вот эти Миндичгейты, которые мы с вами обсуждали выше. К вопросам. Почему, Наталья спрашивает, почему среди 28 пунктов мирного плана не нашлось пункта об отмене военного положения в Украине? Ой, напишут, не волнуйтесь. Во время дискуссий, обсуждений с украинской стороной, с европейскими коллегами напишут. Просто забыли. Как-то. Это просто говорит о том, что Украина здесь не рассматривается как нечто серьезное. Сергей. Как власть будем менять, а потом разберемся. Сергей интересуется. Журнал «Экономист» дал прогноз «Ребус» на 26-й. В нем лидеры России, Украины и Индии в синих одеждах, а лидеры КНР, США и Израиля в черных. На что намекают? Что вы думаете о «Ребусе»? Я думаю, здесь лучше, конечно, интересоваться у клинических психиатров и наркологов. Потому что журнал «Экономист», его «Ребус» – это нечто. Во-первых, я не пью, мне столько не выпить. Ну, что ты будешь делать? Опять ничего не сказал. Не, ну что, говорит, с марта прошлого года преступная группировка, узурпация власти, все понятно, золотые горшки, цели СВО должны быть достигнуты. Да что такой ажиотаж? Что должно было прозвучать? Это, знаете, это уже да, репортеры постарались. Нет, правда, потому что непонятно, ну, зачем так это разгонять. Ну, цели СВО должны быть достигнуты. Путин. Да, я просто не могу смотреть трансляцию параллельно, потому что, ну, как-то... Возможно, это, знаете, такая хитрая политическая игра, что, возможно, у русских людей зародились тени сомнения. Вышел вождь и сказал, не, все цели будут достигнуты, этот план идет лесом. Ну, Герасим докладывает, что руководство Украины не дает указаний своим войскам сдаваться в плен. Ну, типа... Это да, вывод, команд на вывод нет. Умирать до последнего. Ну, это кадры с совещания, понимаете? Это не прямой... Это не прямой эфир, потому что там разогнали, вроде сейчас выйдет в прямой эфир. А Путин в военной форме был? Конечно.
Это очень важно. Это очень важно. Вы даже не представляете, как это важно. И какие это будет иметь последствия для всего мира. Тяжело вас. Да, да, тяжело. Вопрос от Александра Македонского. Значит, как прикладному математику? Можно ли математически просчитать, когда закончатся ресурсы для продолжения войны? Можно оценить. Мгм. Ну, смотрите, можно посмотреть на убыль личного состава, сколько мобилизуется, например, да, сколько уходит дезертирует. И вы получите примерный расклад, как быстро сокращается живая сила на фронте. Дальше нужно будет посмотреть на, скажем, производство беспилотников, нужно посмотреть на количество экипажей, пилотов и тому подобное. И вы, по крайней мере, начнете понимать, как еще долго осталось ВСУ. Например. Конечно, точно смоделировать урон, который наносит удары по энергетике, по логистике, скажем, в центральной и южной Украине, тяжеловатенько, поэтому я стараюсь такой фигню не маяться, просто смотреть, когда начнет валиться фронт, и он начал валиться. Это значит, мы близки к развязке. Нет, абсолютно, абсолютно новая история. Беседуют с Герасимовым, ну, там, Волчанск 80% за Россией, говорит. Путин говорит, надо гуманнее быть, чтобы имели возможность сдаваться в плен. Ну, короче, это мы уже слышали вокруг Покровска, ну, то есть, когда тоже в военной форме. Но тогда они разыграли очень интересную оперативную игру, типа, все, окружены, журналисты, давайте приезжайте. Это все как бы... А у нас украинцы, украинские эксперты говорили, о чем ты, Путин? Еще нет никакого окружения, еще ничего нет, Буданов, вертолеты, все. Ну, это специально для вот этой реакции, да, для вот этого разгона. Прям целого Путина использовали для этого. Да. Зачем вот это? Но это многие предполагают, что это как бы ответ на вот этот мирный трек Трампа, и, соответственно, намек, что, простите, с преступниками мы не будем садиться говорить и обсуждать. Это такое предложение Западу поменять девочек, а не кровати. Ну, это займет определенное время, да, смена девочек. Ну, а дальше уже будут другие условия, наверное. Ну, девочки должны подрасти. Да, это, слушайте, ну, это... Когда вот эти вот начинаются полутона, полунамеки, это говорит о том, что ни у кого нет в данный момент решающего превосходства. Я имею в виду две стороны, США и Россия. Как только оно в какой-то момент появится, все эти полутона, полунамеки пропадут, и будет открытым текстом сказано. Ну что, становись в свою любимую позу, как китайцы сделали с редкоземами. Угу. Дони, знаешь, ты тут всех достал, мы с тобой сейчас будем делать то же самое, что ты делаешь со всеми. Иди сюда. Угу. Кстати, Венесуэла до сих пор не атакована. Фантастика. Чего ждут? Так, привет ведущим, Степан Геннадьевич. Как вы думаете, почему Британия влияет на другие страны, в том числе на Украину? Экономика, армия у нее слабая, долг большой, внутренние проблемы с мигрантами. В чем сила, брат? В бабле. Так что много денег. Просто посмотрите, как, скажем так, вообще развивалась Британская империя, как она умирала, да. Откуда вообще из какой-то табакерки выскочил черт Ротшильд? Что потом стали делать Ротшильды? Они стали плодиться уже в Европе. Потом их деньги пошли в Америку. Если вы посмотрите на ФРС, да, кто является акционером ФРС, там очень много денег как раз так называемых Ротшильдов, еврейских денег, британских. Но открою вам страшную тайну, что они всего лишь манагеры. Посмотрите, скажем, как Ротшильды продвигали интересы короны на Ближнем Востоке, создавая сначала движение сионизма, потом переселяя сионистов на Ближний Восток, в это мифическое государство Израиль. Что они об этом говорили, как они это все обосновывали. Поэтому корона сидит и сидела.
пока что. И посмотрите, скажем, на влияние британцев везде. Вот даже в той же Газе, да, вот мирный план, 5, 10, 11, 12. Кто-то там будет рулить этим протекторатом? Тони Блэр. Да. Он-то с чего? Британские интересы. Которые, Что, а в чем интересы? Ну, как в чем? Контроль над логистикой международной и контроль над нефтью и газом в регионе. План clean break. Чистый отрыв. Так, значит, давайте еще немножко сообщества и переместимся в чат. Не знаю, по этому эпохальному заявлению, которое все разогнали, Герасимов докладывает, сколько квадратных наверное, километров. это было как раз вот сделано то, чтобы Путин в военной форме сказал, все цели СВО будут выполнены. Ну да, наверное, ради этого. А там какие-то нелегитимные хмыри сидят. Меняйте, потом поговорим. Значит, Степан Геннадьевич, как относитесь к такому мнению, что России опасно поглощать всю или большую часть Украины, так как она, как вирус, ослабит и убьет Россию изнутри? Ну да, там вирус 5-10 убьет. Слушайте, во-первых, это огромные финансовые расходы. Во-вторых, если, скажем так, население Восточной и Южной Украины, они более-менее русскоговорящие и никогда особой ненависти к русским не проявляли, то западенцы – это совершенно другое дело, бандеровцы. Не, погодите, война уже 4 года, Степан Геннадьевич. Ой, слушайте, поменяют рожу в телевизоре, и все будет нормально. Ведь людям что главное? Свет, тепло и назначить виноватого. Ну и все. Свет будет, тепло будет, работы будут, виноватого назначить. Делов-то. Поэтому я не думаю, что России вообще нужна Западная Украина, даже там центрально-западная. Я имею в виду, что к западу от Днепра. А все остальное, что. Поперхнуться можем, восстанавливать будет не на что. Просто это огромные расходы. Просто огромные расходы. А уже сейчас расходы на войну больше 8% ВВП. Из такой идиотской фискальной политики и монетарной политики, которые осуществляют западные клиентелы, будем называть вещи своими именами, в России. Вторая часть экономики просто загибается. Остался пока что ВПК. Так, значит, Польша заявила, Лина Востроилова, предыдущий вопрос был Деминиана, Лина Востроилова заявила Польша, что готова выйти из ЕС и даже открыла границу с Белоруссией. Католики и славяне одновременно неудобны ни одной из империй. Что? Вот я пропустил, что они там заявили. Но они не заявили, что они подготовили почву, что в принципе могут выйти по законодательству. Это сильно громко, конечно, Лина пишет. Немцы тоже заявили, что, слушайте, да, в общем, нам Евросоюз сильно мешает жить. Вопрос. Католики и славяне одновременно неудобны ни одной из империй или ядро ЕС неустойчиво? И сейчас у Европы нет ответа на вопрос, зачем им жить вместе дальше. Кризис ЕС заключается в этом, а совсем вовсе не в беженцах и чужеродцах. Абсолютно согласен. И если раньше брюссельские бюрократы пытались придумать а-ля римский клуб, это борьба со страшными изменениями климата, на чем Урсулка-то поднялась и держалась, то сейчас это заменили вот этим антихристом кровавым с Востока. Они выродились практически в рабов. Да, это, извините, это уже по Ницше. Ресентимент Ницше, когда объединяемся против чего-то или против кого-то, а не ради чего-то. Климатические изменения у них теперь заменены антихристом. Как-то в самом начале программы, в общем-то, порассуждали о том, что что-то у них не бьется в головах, причем сильно. Анна, Степан Геннадьевич, наша Либерота, конкретно антивоенный комитет, пробила очередное дно. Заявили, что если придут к власти, то всем, кто был на СВО, запретят голосовать. Да и в списках на голосование Кому не запретят. Да и в списках. К черту просто. Да и в списках на голосование.
Значит, Честно говоря, я специально сам в этом с радостью поучаствую в этой охоте. специально будут отобранные партии. Меня Да. удивляет, продолжает Анна, а почему им звание террористов-экстремистов дают, но на правительственном уровне никто не рассказывает за что? Ну, вышла бы Захарова и пару вот таких заявлений прокомментировала, чтобы всем понятно стало, какие негодяи за бугром. Почему этого нет? Вы просто слишком много хотите от тех же Захаровых. Вот и все. Потому что сейчас это используется, ну, например, инагент, это уже используется давно как, знаете, либо жупел, либо механизм сведения счетов, например, да. А на самом деле многим из, как вы называете, либерота, я их либерасами называю, многие из них на самом деле заслужили героя России. Почему? Потому что взять хотя бы тот же либерастический экономический блок, который отвечал за санкции против России. Классно поработали. Взять тех же этих всех придурков, которые говорят, что еще немножко, еще чуть-чуть, режим рухнет, нужно только нажать тут, нажать там и дать нам гранты. На, скажем так, их дебрифингах основывается многое, значительная часть политики Запада по отношению к России, что и в экономическом, что и в политическом плане. Поэтому самым видным представителем, я думаю, все-таки они заслужили героя после завершения войны. Они очень много сделали для Запада в этой войне. Очень много. Мгм. М, Так, значит, переходим в чат трансляции. Нет, подождите, еще в сообществе, в клубе зрителей Шелеста вопросы, тут живые комментарии, прям куча всех. Спасибо, друзья, что поддерживаете и переходите. А, Василий спрашивает, где деньги партии «Слуга народа». А Тимур откуда знает? Вот тоже интересно. Ну, Не, ну можешь, конечно, спросить, только зачем? Меньше Ди- знаешь, крепче спишь. Дима, Степан Геннадьевич, если Запорожье и Херсон по результатам мирного соглашения останутся в Украине, как отреагирует российское Z-сообщество на это? И как это объяснит Путин? Ведь по Конституции территория вроде как России. Будут переписывать Конституцию. А как отреагируют солдаты, которые сейчас под Волчанском и Купянском на то, что эту часть Харьковской области, в которой у них погибли товарищи, надо будет отдавать? И еще один вопрос. Подскажите, что вы принимаете, чтобы сохранять веселое настроение? Мне так не весело. Честно говоря, ничего не принимаю, просто, понимаете ли, я уже давно общаюсь с черной материей, поэтому мне ничего не остается, как только быть здоровым циником и смеяться, скажем так. А вот для вас все это вновь. А что они скажут? Ну, вот будет интересная задача поставлена для шапероидов, как они будут из нее выкручиваться для всей этой патриотической тусовки пропагандонской. Я не уверен, что смогут выкрутиться на самом деле, потому что вдобавок к этому, вернувшиеся с фронта, у которых уже другие понятия о добре и зле, что есть справедливость, что не есть справедливость, что хорошо, что плохо, скажем так, и несколько обостренные чувства, что ли, собственного достоинства, они столкнутся и с интернациональным долгом, с выполнением, вернее, интернационального долга в мирной жизни. Они столкнутся с суровой реальностью, что таких денег и зарплат у них не будет, от слова совсем. Вот это вот будет очень интересный момент. Угу. Чат трансляции. Владимир, вопрос. Дядь Степ, а что бы вы выбрали? Русскую душу, американскую мечту или еврейское счастье? Благодарю за ответ. Я вообще с Анунакс на Ибиру. Я, скажем так, все это компоную, и у меня все хорошо. Значит, вопрос. Степан Геннадьевич, вы смотрели вчера «Дудя и Птаху»? Что скажете? Я этого с черепом с плюсом не смотрю. У меня дебилов без него в жизни хватает. Значит, Зеленский таки расстреляет Верховную Раду из УЗИ, как в фильме. Ой, не знаю, но было
было бы знатное зрелище. Я бы скинулся. Уточните еще раз, пожалуйста, Степан. Мир на границах линии соприкосновения можно считать капитуляцией России, поскольку выполнение Да. требований условия Путина становятся невозможными? Потому что война возобновится в скором времени, а все эти обещалки, хотелки, которые будут зафиксированы на бумаге с Западом, они не стоят той бумаги, на которой написано. Степан Геннадьевич, сейчас запускается нарратив со стороны ЕС, что россияне однозначно несут солидарную ответственность с Кремлем. Не кажется ли вам, Конечно. что запускается и готовится новое вторжение, заранее просто оправдывается? Ну, смотрите, это не... Еще раз, вторжение... Ой. Я, честно говоря, могу ошибаться, но никаких серьезных приготовлений к какой-либо войне с Россией я не вижу страны Евросоюза. Кроме пустых разговоров, хотелок, переделок и свистелок. И кампаний по расчеловечиванию и полной демонизации русских. Я другого пока ничего не вижу. Никаких реальных шагов, приготовлений нет. ВПК, как у них был в загоне, так и остался. Вы хотите сказать, что они потратят 175 миллиардов евро и за оставшиеся до начала войны 3 года смогут раскочегарить свой ВПК до уровней России, Китая, Ирана и КНДР вместе взятых? Не смешно. Поэтому это стандартное расчеловечивание и демонизация. Если Украина наконец-то вступит в ЕС, народ Украины обретет обетованное счастье, люди станут богаче, законы лучше, а кружевные трусы качественнее и доступнее. Как считает Димура, сбудется? Для определенных частей в составе Украины, в составе Польши и Венгрии, да, попадут в Евросоюз. Такое пишут, говорят. Почему Владимир пишет? Почему Димуру интересно слушать? Потому что ему насрать и на Украину, и на Россию. Ну, не совсем так. У меня просто такой, да, циничный образ мышления. Так, значит, Степан Геннадьевич, кто эти 3 человека, отвечающие за шарик? BlackRock и товарищи? Не, это жалкие шестерки, которые скоро пустят в расход. Ну, там даже сравнивали Евроклир активы и BlackRock. Сколько там триллионов и сколько там триллионов. Только надо сравнивать не столько даже Евроклир и BlackRock, а, скажем, плечо, с которым работает BlackRock. Там любой чих, и его можно положить, если, скажем, тот же JP Morgan в определенный момент решит немножко порезать лимиты на BlackRock на рынке репо. И все, его не станет. Так, значит... Так, Европа повернется к хаосу. Значит, как думаете, Степан Геннадьевич, атакованный в Измаиле газовоз вез газ или нет? Спрашивает пользователь. Турецкое судно газовое было атаковано на днях, недавно. Взорвалось, нет? Не, ну что-то как бы прилетело, чего-то там пыхнуло. Ну, если взорвалось, то да. А так? Не знаю. Я, честно говоря, первый раз слышу, что там что-то было такого. Значит, Шелест, не игнорь самый важный вопрос. Степан, скажите, какие перспективы у цифровой валюты Шария, что лучше покупать его монету, билет на концерт Maybe Baby или недвижимость в Хацапетовке? Ну, не проигнорил, задал. А цифровая валюта кого в шаре? Ну да. Я не это слышал о лошарики? такой. Ну, наверное, собираются запускать. Я слышал, да. Лошарики называется. Ну, я думаю, что у них прекрасные перспективы, как у самого шарика. Степан, пока в Европе скандал, почему затишье на Ближнем Востоке? Самолеты покупают или что-то мутят? Что вообще происходит? Просветите, пожалуйста. Благодарю, Александр. Всем добра.
Ну, как бы затишье, все зализывают раны, анализируют произошедшее и понимают, что да, Иран их сделал, причем конкретно. Но на Иран пойдут снова. Готовятся, готовятся. Причем работают, на самом деле, по такой же схеме, что сейчас пытаются работать с Россией. Переговоры там давайте начнем мирные. Тут же активизируется клиентела внутри Ирана, которая говорит о том, что да-да, нужно мир, мир, жвачка с Западом, иначе нам тут всем крышка и хана и тому подобное. Все одинаково по одной копирке, под копирку. Юрий спрашивает, станет ли работа ТЦК более эффективной в свете последних событий? Каких последних? Я так понимаю, Понял. украинских, переговорных. Да я думаю, что скоро это самое, суть всего, украинцы начнут их отстреливать. Ну, уже, кстати, все чаще картинки, где Да, они да. в бронежилетах. Ну, слушайте, там бронебоек столько, что... Путин не против вступления Украины в Евросоюз, а потом Европа может объявить о создании армии Евросоюза. Конечно, они уже сказали, что часть украинской армии будет ими использована, сохранена для охраны границ. Говорили же об этом. Давайте закончим на вот этом выступлении. Нет, не про биткоин. Биткоин на тушенку менять. Да, нет, не об этом и патроны. Значит, Димура. Для чего живет человек, спрашивает пользователь. У каждого человека, если у него есть душа, да, у него есть предназначение определенное, у белковой оболочки и у души. Кто-то там реинкарнируется в кошечку, кто-то в двуногого, но у каждого свое предназначение. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот сегодняшний стрим. Пожалуйста, поставьте лайки, напишите, что думаете в комментарии. Также всех приглашаю по ссылке в описании к этому видео на свежий семинар, или грядущий, но скоро станет свежим, семинар Димуры. О чем он, тоже в описании. Переходите, интересуйтесь. Степан Геннадьевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, всем добра.